А ты знаешь, во сколько я вчера домой вернулась? Во сколько? Час ночи. Стесняюсь спросить, и где же мы блукали? Я поворачивалась, Николай Караченцев. О, ой, я говорю, здравствуйте. Лена прекрасная торты печет. Сегодня Посмотрите, блогеров. это ее произведение искусства. Именно Лена сама сделала. Мальчишки. Игорь, но у меня был случай потрясающий. Привет. Красотка Валентина Ивановна. Приветик, приветик, приветик. Я не кусаюсь. Почему? Шикарно выглядите, Валентина Ивановна. Хорошо. И все каждый раз по-новому. Да. А ты знаешь, во сколько я вчера домой вернулась? Во сколько? Час ночи. Стесняюсь спросить, и где же мы блукали? Облутали в Измайлово на танцах. А, На танцах. с Аней? Нас было 5 вчера. А еще кто был? Была это самая Наташа, была Рита, была я, был Коля и была Галя. А Сани не было? Тани не было. А, ну и как оторвались? Мы, знаешь, мы были только довольны тем, что вчера был там ансамбль «Талисман», живая живая музыка, да. Но она началась в 8:30, а мы приехали, еще 8 не было. Это первое. Второе. Народу раз-два и обчелся. В-третьих, мамочка с ребенком, которому месяцев 5-6, на ручки берет и с ним танцует. Это первое. Папочка 2 детей за руки берет, танцует. Но потом наладилось все, ничего. А где же вы до часу были? Там до 11 мы были, во-первых, на танцах, потом началась дискотека после 11, а потом... А, кстати, я хочу сказать, очень трудный подъезд, поэтому очень мало было людей. Мы поехали до Сокольники, электрозаводская, переход на 2-ю электрозаводскую, дальше до Партизанской. Из Партизанской вышли, ножками пошли на МКЦ. Остановка называется Соколиная гора. Переходы с лестницы спустились и к кольцу обозрения дошли. Я катался на этом кольце. Да, это ужасно, первое. На А Соколиной. если и выйти с Партизанской и идти с этим самым парком, люди ходили 45, 50, 60 минут. Короче, лучше Сокольников ничего не Ничего придумали. не будет. Мы к этому пришли, узнали, посмотрели и поставили точку над «и». Готовы танцевать? Готово. Как вот. пионер, всегда Как готов. Всегда, все. Вперед. Пошли. Все, пошли. А ты чего ждешь? Какие-то возрастные. Ну, что-то бы моложе не нашла. Ну, скажи, Жень, какие были, да? Какие были-то, ну, как Нет, угадали, так нет, но угадали. очень хорошо было. Вот, Всё под вот, цвет всё всё было хорошо. хорошо. всё Женя нормально, такой прям всё. мэн какой был там, да? Да. Бабочкой, все отлично. спасибо, Таша. Ничего, все. Таша хорошо, да. спасибо, Молодец. Елена. Вы выиграли что-нибудь там ведь, да? Да, она взяла первое место. Она первое место Первое получила, место да? взяла. Она получила За первое место. 8 лет это первая ее Место за награда. костюмы, да, за костюмы. А банкет был, Жень? Я ушел потом. Чего? А был вообще Не банкет? знаю, мы ушли. Почему это? Не знаю, мы ушли. Мы Непонятно. переоделись и ушли. Награды Мы потом получили. все ушли. Награды схватили и Все все. ушли, а я остался, помогал Таше собирать чемоданы. Реквизит, да? Да, собрал 3 чемодана, сумки, отвез ей в такси, посадил и ушел домой. Да. Ну, а как? Поэтому тебя вчера здесь и не было. Да, На и вечерней. она сегодня я почитала, и она написала прям в комментарии, что Женечка, спасибо тебе за поддержку Конечно, ну еще бы и за не помощь. справиться, еще бы. Там столько костюмов, да? Конечно, Всё. поэтому Так я что- сам А я сейчас ехала с этим, с Марком, да? Я ему сказала, Марк, я вас тоже посмотрела. Мне у Марка костюм очень понравился. А. Вот. Ну, а Лида мне показалась немножко бледновато в своем платье, потому что в чем дело? Потому что все были темно-синие, бордовые и черные. Они очень ярко смотрелись. Я говорю, ты знаешь, это может быть в телефоне так. И он говорит, нет, это действительно так там получилось. Но все там, ну наши победили, это самое главное. Наши. Лена прекрасная. В миру Лена Тортик. Она торты печет. Сегодня угощали Посмотрите, блогеров. это ее произведение искусства. Именно Лена сама сделала. Год я ее просил, чтобы принесла. Свершилось. Не прошло и года. Это тебе, а это Любаши. Спасибо, Леночка, спасибо. Ленка послала на разведку. О, Валентина Ивановна, Да. я снимал. Наша, не переживайте. Да, не дай бог больше, никому не отдавай. Лена послала на разведку. Что
Так, Один раз. Лена Тортик проставляется пирожными. Правда, взяла много пирожен, уже всем раздала. Мне обещала 2. Это такие, которые на день рождения мое. И я так думаю, что мне ни одного не останется. Знаешь, я пробовала. Это Хорошо, я персик, успел. От которого вот эти вкусовые сосочки просто приходят в экстаз. То есть без вала. Лен, хорошо, я хоть успел снять, как они выглядят. О. Ой-ой-ой. Здесь без мельницы, что ли? Ой-ой-ой. Нет, до мельницы далеко. Я так есть хочу, с утра ничего не ела. Мы же в мельницу собирались, что тут и началось? Все, до мельницы ты не дойдешь. Открывай, Лен. Конфеты. Будем смотреть. Что тут осталось? Да. Чем? Что Бог дал, да? Что Бог послал, а Бог послал. Виноград, помидоры Виноградом, желтые. с помидорами. Это... Ой. Ну, Ой, да посмотрите, тут еще полно. красотища какая. Правда, Ой-ой-ой. подожди, что-то вот это уронили. А вот эти ты сама делаешь тоже, Лен? Все сама делает. это еще Это шоколадные, да? Все, это дай шоколадные. Вот это шоколадные Дай ему 3, это шоколадные. ванильные. Дай мне шоколадную одну. А вот Так, это, давай я тебе да, открою. открывай. Да. Я сейчас Посмотри, как такую все это красоту. играет. Боже мой, она такая рукодельная, это все так вкусно. Не хочет, чтобы я снял процесс. Давай я держу на всякий случай. Все, берешь и ешь. Опа, опа. И вот ты сейчас опа. посмотри, что это. Давай я поснимаю тебя пока. Не надо меня снимать. Ты знаешь, что и это просто во рту тает. Смотрите, какая красота. Да. Лена Тортик. Теперь у меня новая кличка будет. Тебе надо откусить вот это вот. Это кусай. Да, потому что там внутри начинка. Они ледяные, у меня здесь это М-м-м. замороженный бок стоит. Есть. И они ледяные до сих пор. Видишь, на холоде. Поэтому тебе какой, шоколадный или ванильный? Ты знаешь, давай ванильный, я шоколадный пробую. Я пробовала шоколадный, а вот такой я еще не пробовала. Это ванильная, а у меня вот шоколадная. Да, я попробую ванильный. Давай. Хочешь откусить от моего? Не, я пока этот ем, чтобы вкус не поменять. Ну и? Шоколадный ванильный. Мне кажется, шоколадный вкуснее. Да? Ну, мне кажется, шоколадный вкуснее. Ты вот эти... Ну, разницы никакой, только там какао есть. Ну это вещь, конечно. Произведение искусства, друзья. Лена молодец. Да, вот там внутри начинается вкуснота. М-м. Самого с этой красоты вы начинаете. Смотрите. А что там внутри, Лен? Конфи ягодная. А по-русски скажи. Ягодная. Ну, это Варенье типа или что? ягоды с Конфи. сахаром. Что такое чуть-чуть конфи? Желатин, чтобы погуще было. А. Проваривается немножко. А есть у кого-нибудь? По-умному это конфи называется. Да? Ягодная конфи, да. Ну кто знает, тот знает. Я не знаю нифига. Я знаю одно, что очень вкусно. Да, но я рада. Не, правда, Лен. Шикарно. Слушай, а мне много. Можно я половину? Половину у меня отбери. На половину. Ну положи пока там. Ну вот я отрежу, я вот уже здесь. есть тут А. даже. Вот смотри, вот так, Игорь. Ну, это не половина, это 2/3 ты мне оставила. Боишься растолстеть? Игорь, Да? перед Ну, могу очень много. сыром. Я уже съел давно сладких. Хорошо. Ну, Сладкая, тут чеснок. Ну, Это просто, да, чеснок, но это со вчерашнего. Не могу. У нас осталось. Что значит со вчерашнего? Ну, пардон. Вот с этого места поподробнее. Ну да, еще. Они вчера ходили в Измайлово на танцы, и Валентина Ивановна пришла домой в половине 12-го. Нет, в час она сказала. Это я. В час? В час. Я ей задал тактичный вопрос. Где в это время? Кошмар какой. Ну, Коля за ними приглядывал. Рита, Наташа и Валентина Ивановна. Коля, а ты тоже был, да? Да, да. О, у них, видите, у этой всей банды ковбой-предводитель. Там такие лежанки, прямо не хотелось уходить. Вы еще и на лежанках полежали? Да, да, там очень здорово. Какие красивые. Надо. Сейчас я почищу. Так, где мой кусочек? А рюмочки не достанете? Ой, У меня есть две. У меня две. а вот это ванильный, да, Лен? Ванилька. Это ваниль. Был шоколадный. Посмотрите, даже вот эти штучки. Шоколад вот. А как ты его таким золотым сделала? А это
это пищевое золото, кондурин. Офигеть. Сколько нюансов. Есть и серебро, и... Ой, они все цвета разные. Так что Лена печет или пекет, как правильно? Печет. Лена печет торты на заказ. Так что, дорогие друзья, если кому интересно, напишите мне в личку. Я могу, Лен, да, так сказать? Напишите мне в личку, и я с Леной свяжусь, и она вам по вашему желанию прям все нюансы соблюдит. А я знаю, что И хочу сделает сказать. вам торт. Или вот такие великолепные кексы. Посмотрите, ну красота. Даже есть жалко, но все равно я съем. Игорёш, а смотри, я хочу добавить, что наша Таня, вот про которую я делала недавно фильм, про нашу Таню, с которой мы дурачимся, которая очень хорошо готовит. У нее у дочки было день рождения, и дочка ей говорит: мама, хочу торт по ГОСТу. И эта мама Таня у нашего Ленусика заказала такой торт, А у тебя ГОСТы который есть, да? называется по ГОСТу. И вот эта дочка Анечка съела, Танюшка мне звонит и говорит: Аня говорит: мама, боже мой, я хочу расцеловать эту Лену, потому что ничего вкусней я не ела. Говорила она тебе про это? Я не помню уже какой торт, но по ГОСТу, да. Да, по ГОСТу это было, по ГОСТу. Вот По ГОСТу. так и называется. Он называется по ГОСТу или Да. делать по Нет, ГОСТу? сделан по ГОСТу. По Там ГОСТу, как раньше Сколько было. килограмм сахара, там всего, да, добавлять? Я не помню, какой же у меня торт был. У нее был с ягодками торт, я тебе напомню. Там было очень много Я еще ем. ягодок. Стаканов нету, да? Я много делаю по ГОСТу, как раньше делали там. Птичье молоко, сказка, подарочный. Лен, а самый большой торт какой у тебя был? Большой. Ой, 100 килограммов. Ни хера. Только так я делала. например. Это какого роста он был? Ну, я на стремянке залезала на верхний этаж. И вот Подожди, так вот так. я лазила весь день. А как же его увозили? А он на колесиках. Да, Коль, Толкали, вывозили. Ну, свадьба 1000 человек, 800 тысяч свадьба была. И там торты 100 килограммовые у нас. Ты даже его не один сделала? Ну, На они один заказ. многоярусные. А. Нижний ярус метр, потом меньше, меньше, меньше. И какая высота была его? Ну, я не знаю, но на стремянке я доставала. Ну, 2 метра, Строительную 2. стремянку мне принесли, я вот вверх-вниз, как обезьянка. И сколько ты его делала? Ну, там подготовка, вот эта клейка, а оформление весь день. Вынос Слушай, торта часов в 11 ночи, и я вот к 11... Ты за один день его сделала? Нет, не за один. Оформление. Ну, а там Делаешь бисквит заранее. пекла. А? А бисквит этот пекла. Ну, это сколько? все заранее. Заранее. А уже когда вот он лежит, надо оформить торт. Вот уже заранее цветы делаешь, все заранее, а потом уже начинаешь лазить, это все. хорошо. Помидорка всего-навсего. Оп. Так элегантно. Пак. Вот у меня есть два очень смешных случая. Один связан с Натальей. Наталья, Наталья. прошу любить и жаловать. Мы были на Нагорной, и Наташа просто пришла, она смотрела видео, вот, она пришла уточнить вообще, что тут за танцы, она как это, вот, что-то меня спросила, я сказала, и у меня в голове отложилось, что как-то вот у нее депрессия, вот, и как бы ей вот надо потанцевать, поэтому она пришла. Она, правда, на следующий день пришла, нарядилась, танцевала, я сделала ролик, ну и написала, что вот Наталья, она пришла первый раз, у нее была депрессия, мало, она, прости, а наши танцы ей помогли. Значит, прошло еще какое-то время, значит, ну, как бы все нормально, и было столько откликов, что надо же, правда, ой, вообще у вас такие танцы, и мне так понравилась эта фраза, что в следующий раз, когда я снимала Наташу, я опять ее употребила и сказала, что вот Наташа пришла к нам в 3-й раз. И Хайпанула, короче. да, а ведь потому, что у нее была депрессия, а теперь она вылечилась. А потом прошло долгое время, и мы встречаемся с Наташей, она мне говорит: Лена, послушай, значит, я преподаватель, у меня, значит, студенты, ученики, мои дети, которые постоянно приходят ко мне и спрашивают: мать, что случилось? Почему ты в депрессии? А у меня, говорит, понимаешь, у меня все хорошо.
у меня все хорошо. И мне пришлось делать 3-й ролик и говорить о том, что Наталья пришла. Я думала, что у нее депрессия, а оказалось, у нее нет депрессии. Это просто я там перепутала. И, в общем, после этого мы с Наташей дружим. Этот Новый год мы встречали вместе. Вот так вот. Да, Натусик? Так что, дорогие друзья, иногда не верьте. Ой, а то, что у меня там во рту хлюпало, это что такое? Ну, не знаю, что у тебя там хлюпало. Танцовки. А у меня была подтанцовка у Магомаева и Бюльбюль Аглы в 70-м году. «Огни новогодние» называлась передача. Стой! Всем Я часов. я делаю программу про людей. Зачем ты сейчас рассказываешь? Ты потом мне это расскажешь, а я расскажу всем. Ну, пожалуйста. Вот взяла и обломала мне контент. Да, там много было. Вот так. Про Магомаева. Ой, ну все равно могу сказать. Он меня даже Есть что угощал про белым Наташу вином, рассказать? Рассказывай. и А у меня персиком. было интереснее. И Бюльбюль Аглы сидел же за столом. Я жила на в Маяковке. советском базаре. Я жила на Маяковке. И я. Поздно возвращалась домой после работы. И вдруг меня догоняет очень красивый молодой человек. И у него такая штучка для тенниса через спину повешена. И говорит: мадам, вам помочь подняться по лестнице? Я поздно уже в 11. Я поворачиваюсь, Николай Караченцев. О, Ну, я говорю: здравствуйте. Он так улыбнулся, что узнали? Я говорю: узнала. А вы здесь живете? Я говорю: да, я живу. А я в театр бегу на ночную репетицию. Он меня проводил до дома. Я жила в Дегтярном, а театр Ленинского комсомола рядышком. Но на этом все закончилось. Но приятные воспоминания. Автограф не взяли, Валентина Ивановна? Нет. Игорь, но у меня был случай потрясающий с амфибией, человеком, с ихтиандром. Ну, мне надо было провести там спектакль у детей в школе. Я была сначала Как его географом. фамилия забыл? Коренев. Коренев, Владимир Коренев. Вот. И я везла советский для Ален Делон. спектакля- Да, для спектакля везла к роли распределить. Приезжаю в интернат, мне говорят: они в клубе. Я иду в клуб, а в клубе уже начало. И говорят: Наталья Николаевна, оставайтесь, будет ихтиандр во втором действии. Первое было в космонавтике, 11 апреля было. Ну, я осталась. Все ушли. Вдруг я звоню, что я там куда-то не приду, и вдруг входит ихтиандр. Голубые глаза, баллоневый плащ бирюзового цвета, белый свитер. Вот. Его никто не встречает. Я говорю: ну, позовите администратора. Гардеробщица бежала, позвала его. Одна говорит: вы будете, значит, во втором номере, первые космонавты. А мне говорит: вот, проводите его на второй этаж и развлеките его. Мы познакомились и пошли развлекаться. Там была железная дорога, мы играли в паровозике, потом стенд рассматривали этих ветеранов, там Чиполлино был. А Сейчас- паровозики что это? Ну, железная дорога была и большая. такие Детская. Ездили, да, вот эти вот, и мы играли. Вот, и потом, значит, я думаю: ну ладно, он пошел выступать, его позвали. Он говорит: я не знаю, что говорит, да, что расскажете, что там детям интересно про детей. Ну и все. Потом я пошла, думаю, пораньше уйду, чтобы детей не провожать в интернат, а то повиснут на мне. Я ушла, иду по улице, вдруг тут копеи с одной стороны, вдруг тут машины брызгают, машина подъезжает, открывается дверь, и говорит: Наташа, садитесь. Сидит Владимир Коренев в такси. Я говорю: Володя, спасибо, мне до Маяковской рядышком. Он говорит: мне тоже до Маяковской. Ну, мне пришлось сесть. Он берет за руку, говорит: мы едем. А я уже переехала с Маяковской, с Малой Бронной. Я уже уехала на Войковскую. Нас Ульянов туда Михаил Александрович поселил. А в нашу квартиру на Маяковской поселил с Ульяновым Михаилом Александровичем. Едем, доезжаем мы до Маяковской. Говорю: Володя, а где вам остановить? Мне уже дальше надо. Он говорит: а мне тоже дальше, меня уже не ждут. А вам куда? Я говорю: мне до Сокола. Он говорит: а мне до Сокола. Мы едем до Сокола. Очень хорошо разговариваем, стихи, читает стихи, там интересно все, шутим, смеемся. На Соколе, я говорю: Володя, где вам на Соколе? А мне до Войковской, потому что Сокол был пунктир, потом мы на автобус ехали. Не было дальше метро еще. Вот, доезжаем, он говорит: а мне, говорит, я говорю: мне дальше. Он говорит: мне тоже дальше. Я говорю: а вам? Я говорю: а мне до Войковской. Он говорит: мы доезжаем. Он говорит: и мне до Войковской. Я говорю: что вы думаете? Мы приезжаем, у меня дом 17,
а у него дом 15. Мы в одном дворе. Ничего себе. Да. И вот мы потом погуляли, правда. Он, правда, хотел, сказал, белый букет сирени мне хотел подарить, но не было сирени. Потом они уехали. Через месяца 2, лето прошло, гастроли окончились. Я на Маяковской стою, и вдруг выходит опять из метро Коренев. Ну, я стою. Ну, в метро ездил? Тогда, да, еще на метро ездил. Мы на автобусе сначала ездили, потому что метро на Выгодской не было. Мы часто потом встречались на автобусной остановке, ждали пока автобус. Ну вот он выходит, я стою спокойно, не реагирую. Он подходит, говорит: Наташа, здравствуйте. Вы меня не узнали? Я говорю: Володя, я не думала, что вы меня узнаете. Он говорит: ну как же я вас не узнаю? Пойдемте в театр. Я говорю: нет, я жду там кого-то. Ну, наверное, даже неинтересно. Ну, Вот то так. есть там мы еще потом жили вместе, встречались, у него дочка родилась. Он бегал в молочную кухню, Иринка родилась у него. И Короче, вот так у мы вас есть что общались. рассказать. Очень было интересно. Вот такое. Вот так. А про Магомаева потом расскажу когда-нибудь. Оставим на следующий раз. На следующий раз. Идет такая встала, как ее не присоединить? Поели все Конечно. пирожное и собираемся по домам. Идите. Кто-то собрался на вечерние танцы, а кто-то домой. Валентина Ивановна, вы на вечерние пойдете? В первом ролике назвала Валентиной. Да, Как настроение? хорошо. Как ты? И мой лапочка, а у тебя как? Ты идешь на вечерний? А вы не идете? Нет, Ну все, заканчиваем. Кратким фрагментом. Кратким. Ну вот дружной толпой, уставшие, но счастливые, все идут с танцев. Конечно, счастливые. Мы так натанцевались здорово, так было хорошо. Мы такие Даже подарок довольные. несем, покажи. Посмотри. Что за подарок? У Иры дочка, оформляла витрину чем-то там, и каждый цветочек со своим запахом цветочным, духов. И я думаю, что Таша сделает какую-нибудь шляпу, а может быть она нам сделает веночки какие-то. Ой, Веночки рано еще, Лена. таких веночков нет. Нам мне не надо. Веночки не надо, букетик лучше, а веночки потом сделают. Подарков. Веночки. Не надо. Не надо. Она мне звонила, говорит: может, на торты пригодятся. Ты же, говорит, там красоту делаешь. Я говорю: я делаю, надо, это же торты, все должно быть съедобное. Я розы делаю, но их можно есть. А это же, говорю, из бумаги, наверное. Она говорит: да. С целлофаном будем тоже есть все. Короче, Ириш, спасибо. Мы все передадим Таше. Я ей фотографию уже отправила. На веночки. На шляпы. На шляпы. Она придумает На что-нибудь. шляпы, Придумай. на Нет, У нее есть такие народные Да, костюмы с на веночками. ботинки, Да, на вот, к ботинки. примеру. Вот. И все, это пройдет. Веночки русские народные. Да, вот вот, эти вот. я имела в виду веночки русские народные. Туда пойдет. Веночек вот на голову, а не Да. на кладбище. Знаешь, Леночка, Игорек, А, ну надо уточнять было. А то веночки. ну ты что? Ну, води. Так, смотри, аккуратно. Туда нам еще рано. Да, я о том же. Так, ну все, на этом заканчиваем, дорогие друзья. А ты что? Идем, идем. Не, я видео заканчиваю, Валентина Ивановна. Идем. Не надо еще, рано? Не отставай. Мы тебя не пустим. На вражеский стан. Стойте! Я вам покажу секретный ход. Пойдемте прямо. Осторожно. Опа. Ничего. Не держи, пожалуйста. Замечательно. Оп. Все наши, все здесь. Все? Давай вставь, вставь мой мальчик. Нет, я ему сказала поставить мой Будулайчик. А что я с вами поперлась? А я не знаю, тебе. Так выходи сейчас и пешком иди. На Короленко. Нет, не ходи пешком. Почему? Ты устала, ты домой Мне по времени все на связи. Ребята, всем спасибо. Веночек, спасибо. Олечка, спасибо. Все, Спасибо.
Спасибо, что я тебя надоумила. Спасибо огромное. Чего я вообще расстаться с вами не могу? Ну что, вот, видишь. Конечно, хорошо. И что вы? А Рита где? Рита где? Ты чего? Отрываешься от коллектива. Очень скучно. А вы зайцем ездите? Нет, 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 нет. Да, в ту сторону Останкина. Там Юра еще идет. Пяльчики подсели, Валентина. Нет, у нее на глазу такое это самая фигня одета. Я думаю, может быть, и мне такую штуку сделать на левый глаз. Как Вот. эту? Да, да, да. Он же мне мешает. Одноглазый Джок, как... Нет, он же мне мешает. Слушай, вот, Игорек, ну я тебя так вижу, ну такая сказка, все. Вот я открыла, и хрен знает что. О, Спартак чемпион. Давайте, бабушка. Что делать? Какая я бабушка? Я еще дама. Я еще дама. Спартак чемпион. Спартак чемпион. Федор Черенков все живет. Народный. Ой, Народный футболист. хорошо, хорошо. Тут уже и чемпионов. Кто куда? Пойдемте туда. Не, я туда, я в метро. У него уже сегодня дела. Леночка, у тебя как? А, у тебя, у вас как, мадам? Ну что, пойдем? Я практически свободна. Давайте посидим. До пятницы. Оказывается, я отдохну чуть-чуть. Ну давайте тогда. Тогда Всего вам да, хорошего. Игорек, пожалуйста, позвони. Хорошо. Все, давайте, удачи вам. Пока.